Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 50 самых невероятных историй людей, которые изменили мир, но их нет в школьных учебниках. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Франческо Лентини – человек с 3 ногами, который танцевал, женился и стал отцом. В 1889 году на Сицилии появился на свет Франческо Лентини. У него было 3 полноценные ноги разной длины, 2 набора мужских половых органов и еще одна рудиментарная нога, отходящая от колена 3-й ноги. Врачи XIX века были в шоке. Но сам Франческо не сломался. Он научился не просто ходить, он бегал, прыгал и даже танцевал, используя 3-ю ногу как опору или как балансир. В 8 лет мальчика заметил цирковой импресарио и забрал в Америку. Там Франческо стал суперзвездой. Он выступал под псевдонимом «Треножник» или «Человек-треножник». На арене он мог пнуть мяч 3-й ногой или станцевать чечетку сразу 3 конечностями, публика рыдала от восторга. Но самое удивительное случилось позже. Франческо женился на красивой девушке по имени Хелен, которая родила ему 4 здоровых детей. Представляете сцену в роддоме? Врачи, наверное, молились, чтобы дети унаследовали только лучшие качества отца. К счастью, все дети родились абсолютно нормальными. Франческо прожил 77 лет и умер в 1966 году. Его история – это не про уродство. Это история про то, как человек с телом, которое могло стать проклятием, сделал свою жизнь цирком, сценой и счастливой семьей. Он не прятался. Он танцевал на 3 ногах. 2. Розалинд Франклин – женщина, чью фотографию украли, чтобы получить Нобелевку. Представьте, что вы делаете снимок, который переворачивает мировую науку, а через год кто-то другой получает за него славу, деньги и Нобелевскую премию. Именно это случилось с Розалинд Франклин. В мае 1952 года в подвале Лондонского Королевского колледжа 31-летняя женщина 100 часов подряд облучала рентгеном тончайшие волокна ДНК. Аппаратура была допотопной, но Франклин – гениальный кристаллограф. Она получила снимок, который войдет в историю как фотография 51. На ней четко проступал крест, главный признак спирали. Больше того, Франклин уже рассчитала: спираль двойная, фосфатные группы снаружи, шаг 3,4 нанометра. 10 пар оснований на виток. Она была в шаге от разгадки тайны жизни. Но в январе 1953 года ее коллега Морис Уилкинс, с которым у них были напряженные отношения, без спроса показал этот снимок Джеймсу Уотсону. Уотсон потом напишет: «Как только я увидел рентгенограмму, у меня открылся рот и бешено забилось сердце». Через несколько недель Уотсон и Крик собрали модель ДНК, используя данные Франклин как основу. В культовой статье в Nature они упомянули ее работы вскользь. Сама Розалинд никогда не узнала всей правды. Она умерла от рака яичников в 1958 году в возрасте 37 лет, скорее всего от постоянного облучения. В 1962 году Нобелевку за открытие структуры ДНК получили Уотсон, Крик и Уилкинс. Правила фонда запрещают вручать премию посмертно. Лишь десятилетия спустя мир признал: без фотографии 51 тройка мужчин могла бы возиться с моделями еще очень долго. 3. Антонио Миуччи – человек, который изобрел телефон, но умер в нищете, пока Белл становился миллионером. Вообразите, что вы 30 лет работали над изобретением, которое изменит мир, а в итоге умираете в бедности, пока другой человек наживает миллионы на ваши идеи. Это история Антонио Миуччи.
1860 год. Гавана. Итальянский иммигрант Миучи ставит электроды на губы больного друга и через провода в другой комнате слышит его голос. Так рождается телефон за 16 лет до патента Белла. Миучи переезжает в Нью-Йорк, собирает рабочий прототип и называет его телетрафона. В 1871 году он хочет запатентовать изобретение, но на это нужно $250. Целое состояние для бедного иммигранта. Он оформляет временный патент за $20, который надо продлевать каждый год. Дальше череда трагедий. Миучи серьезно обжигается на пароходе, его жена Эстер продает прототипы и чертежи старьевщику, чтобы собрать деньги на лечение. Миучи выживает, но остается инвалидом. Он узнает, что компания Western Union, где работал Белл, купила его чертежи у старьевщика. Когда в 1876 году Александр Грэм Белл патентует телефон и становится миллионером, Миучи подает в суд. В 1887 году суд США готов признать правоту Миучи и аннулировать патент Белла. Но Миучи умирает от болезни в 1889 году. Дело закрывают. Спустя 113 лет, в 2002 году Конгресс США официально признает, настоящим изобретателем телефона был Антонио Миучи. Слишком поздно для старика, который так и не увидел ни цента от своего гениального изобретения. 4. Нетти Стивенс – женщина, которая открыла тайну пола, но осталась без славы. Представьте, что вы знаете то, чего не знает никто в мире. Вы заглянули в самую основу жизни и поняли, почему рождаются мальчики и девочки. А потом приходит коллега-мужчина, публикует точно такую же теорию на пару месяцев позже, и весь мир запоминает только его имя. Это история Нетти Стивенс. В начале 20 века ученые бьются над загадкой, что определяет пол ребенка. Тысячи лет люди верили в десятки теорий, от температуры воздуха до фазы Луны. Нетти Стивенс, скромный биолог из Брин-Мор-колледжа, берет в руки микроскоп и начинает изучать червей и жуков. Год за годом, препарат за препаратом. И в 1905 году она делает открытие. В клетках самцов мучного хрущака она видит то, чего нет у самок – странную маленькую хромосому, которая отличается от остальных. Она называет ее Y. Нетти понимает, комбинация XX дает самку, XY – самца. Все гениальное просто. Пол определяется хромосомами. Нетти пишет статью за статьей, публикует монументальный труд, но в это же время за океаном ее коллега Эдмунд Уилсон, работавший с другими насекомыми, приходит к тем же выводам. Его имя уже известно в науке. Он публикуется чуть раньше в престижных журналах. И слава открывателя хромосомного определения пола достается ему. Нетти Стивенс умирает от рака груди в 1912 году, ей всего 50 лет. Она даже не успевает узнать, что ее открытие станет краеугольным камнем генетики. Сегодня любой школьник знает про X и Y хромосомы. Но почти никто не знает имя женщины, которая первой их разглядела. 5. Корнелиус Дреббель – голландский гений, который построил подводную лодку для короля. В 1620 году в Лондоне на берегу Темзы собралась толпа зевак. Король Англии Яков I лично наблюдает за тем, как странное деревянное судно с веслами медленно погружается под воду. Проходит минута, 5, полчаса, лодка не всплывает. Король уже уверен, что все погибли, но через 3 часа судно и его команда появляются на поверхности целыми и невредимыми. Так началась эпоха подводного флота. Имя изобретателя – Корнелиус Дреббель. Он был гениальным самоучкой. Алхимик, изобретатель, часовщик и даже создатель первого в Европе термостата для инкубации яиц. Но главным чудом стала его подлодка. Корпус из дерева, промасленная кожа для защиты от протечек, 12 гребцов с веслами, герметизированными кожаными манжетами. Но самое интересное – система дыхания. Дреббель придумал химическую регенерацию воздуха. Он нагревал селитру, которая выделяла кислород.
позволяя экипажу находиться под водой часами. Король Яков I настолько впечатлился, что лично совершил погружение, редчайший случай для монарха. Дребель стал знаменит, но подводная лодка осталась лишь дорогой игрушкой. Военные не смогли оценить потенциал. Слишком медленно, слишком страшно, слишком непонятно для 17 века. Дребель умер в нищете в 1633 году, так и не понятый современниками. Лишь через 200 лет инженеры осознали, что этот голландец опередил время на столетия. 6. Мэри Эннинг – бедная девушка, которая нашла динозавров, но наука забыла ее имя. Начало 19 века, Англия, скалистый берег возле Лайм-Риджеса. Молнии сверкают, шторм бушует, и 12-летняя девочка в лохмотьях выходит на опасный утес. Она знает, шторм обрушит породу и откроет то, что миллионы лет лежало под землей. Эту девочку зовут Мэри Эннинг. Она бедна, необразованна и не имеет права голоса. Но именно она перепишет историю жизни на Земле. В 1811 году Мэри находит скелет странного существа с огромными глазами и зубастой пастью. Ученые-мужи никогда такого не видели. Позже это назовут ихтиозавром, рыбоящером. Мэри было 12 лет. В 1823 году она находит плезиозавра, морского дракона с длиннейшей шеей. Это сенсация. Геологическое общество требует доказательств, подозревая подделку. Но скелет реален. В 1828 Мэри находит птеродактиля, первого за пределами Германии. Она становится главным поставщиком окаменелостей для музеев и аристократов. Ученые-мужи покупают у нее находки за бесценок, а потом пишут научные статьи, даже не упоминая ее имени. Женщинам в науку вход запрещен. Мэри читает научные труды сама, изучает анатомию, препарирует современных животных, чтобы понять древних. Ее рисунки и знания точнее, чем у многих профессоров. Всю жизнь она прожила в бедности, продавая ракушки туристам, чтобы прокормить больную мать. Когда Мэри умерла от рака груди в 47 лет, королевское общество даже не заметило ее ухода. Лишь через 100 лет ученые признали, без этой неграмотной девчонки с лопатой палеонтология могла бы застрять на десятилетия. Сегодня ее имя знает любой палеонтолог. При жизни о нем молчали. 7. Петрус и Катрин – история реальных красавицы и чудовища, которые жили при дворе французского короля. В 1547 году во Франции на коронацию короля Генриха II привозят необычный подарок – 10-летнего мальчика с Канарских островов, чье лицо и тело полностью покрыты густыми волосами. Современники называют его оборотнем и лесным человеком. До 10 лет Петрус Гонсалвус жил в клетке, его кормили сырым мясом и считали животным. Но король Генрих II оказался не таким жестоким. Он разглядел в мальчике человека и приказал дать ему блестящее образование. Петрус выучил латынь, освоил придворный этикет и стал своим среди аристократов. Но в 1559 году Генрих II погиб на турнире, и опеку над Петрусом взяла вдова короля Екатерина Медичи. Ей пришла в голову странная идея – женить чудовище на одной из своих фрейлин, красавице Катрин Рафелин. Девушку никто не спрашивал. В день свадьбы Катрин впервые увидела жениха и упала в обморок прямо у алтаря. Казалось, брак обречен. Но случилось чудо, настоящее, не сказочное. Катрин разглядела в волосатом муже умного, доброго и образованного человека. Петрус, несмотря на годы унижений, не озлобился на мир. Они полюбили друг друга. У пары родилось 7 детей, 4 из которых унаследовали болезнь отца. Катрин родила их в парке Фонтенбло, где семье выделили жилье подальше от любопытных глаз придворных. Но счастье длилось недолго. Екатерина Медичи, одержимая идеей изучить, так сказать, породу Петруса, забрала всех 4 волосатых детей и раздарила их европейским аристократам как диковинных зверушек. Представляете горе родителей? Они не могли ничего сделать против воли королевы.
После смерти Медичи семья бежала в Италию, где нашла покровительство герцогов Форнезе. Там они прожили остаток дней, а их портреты заказывали лучшие художники Европы. Говорят, Петрус и Катрин умерли в один день, прожив вместе более 40 лет. Их история стала настолько известной, что спустя 200 лет французская писательница Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв вдохновилась ею и написала сказку «Красавица и чудовище». Только в сказке чудовище оказалось заколдованным принцем. В жизни все было сложнее, но любовь победила точно так же. 8. Фила Фарнсуорт – мальчик с картофельного поля, который придумал телевидение в 14 лет. В 1921 году в штате Айдахо подросток ведет плуг по картофельному полю, смотрит на ровные параллельные борозды и вдруг замирает. В голове вспышка: а что, если изображение можно создавать точно так же? Строка за строкой. Этого парня зовут Фила Фарнсуорт. Ему всего 14 лет, и только что он за секунду придумал то, что изменит жизнь человечества навсегда. Фила рос на ферме без электричества, но с детства обожал научные журналы. В 12 лет он починил генератор, перемотал сгоревший электромотор и даже превратил мамину ручную стиралку в электрическую. В школе он донимал учителя химии Джастина Толмана вопросами о телевидении. Однажды парень нарисовал на доске схему электронной трубки и сказал: «Вот как это должно работать». Учитель только вздохнул: «Фила, остынь». Но через 10 лет именно этот рисунок, восстановленный по памяти, спасет Фарнсуорту патент. В 1926 году Фила с женой Пэм переезжает в Калифорнию. Денег нет, лаборатория – жалкая каморка. Инвесторы дают $6000 и требуют результат. И 7 сентября 1927 года происходит чудо. В комнате передатчика Фила ставит стеклянную пластинку с нарисованной линией. В соседней комнате ассистенты смотрят в приемник. Тишина. И вдруг на экране появляется та самая линия, прямая, четкая, живая. Пэм вспоминала: Фила нарушил тишину словами: «Вот оно, электронное телевидение». Но инвесторы люди суровые. Они спрашивают: «Где наши доллары?» В следующий раз Фила передает изображение $1 купюры. Сработало. Позже на экране появится лицо его жены Пэм, первый человек в истории электронного ТВ. Тут начинается детектив. Гигант RCA и Владимир Зворыкин пытаются отобрать патент. Они нанимают лучших адвокатов, тянут суды годами. Но учитель Толман приходит в суд и восстанавливает по памяти тот самый школьный рисунок 1922 года. Фарнсуорт выигрывает. RCA платит ему $1 миллион. Фила умирает в 1971 году, почти забытый. Но перед смертью он видит по телевизору прямую трансляцию высадки человека на Луну. Он смотрит на экран, созданный его гением, и тихо говорит жене: «Это того стоило». А в 60-х он вообще появился в телевикторине «У меня есть секрет». Зрители пытались угадать, чем знаменит этот старик. Никто не догадался, что именно он изобрел телевизор, на который они смотрят. За участие Фила получил $80 и пачку табачных изделий. 9. Лиза Мейтнер – женщина, которая расщепила атом, но не получила Нобеля. Рождество 1938 года. Швеция, маленький городок Кунгельф. Заснеженная гостиница, 2 ученых за столом, Лиза Мейтнер и ее племянник Отто Фриш. Перед ними письмо из Берлина от Отто Гана, друга и коллеги Лизы. Ган пишет, что они со Штрасманом облучали уран нейтронами и нашли в продуктах барий. Барий – элемент с атомным весом вдвое меньше урана. Мейтнер смотрит на цифры и понимает – ядро раскололось. Прямо сейчас, в этом номере, за 1000 километров от дома, из которого ее выгнали, она становится свидетелем рождения атомной эры. Путь к этому моменту был длиной в жизнь. Лиза Мейтнер родилась в Вене в 1878 году в еврейской семье.
В те времена женщины не могли учиться в университетах. Отец нанял ей лучших педагогов, и когда двери университета наконец открылись, Лиза стала второй женщиной в Австрии, получившей докторскую степень по физике. Она уехала в Берлин к самому Планку. Но даже великий Планк пускал ее на лекции как исключение. В лаборатории ее поселили в старую столярку, цитата, «чтобы волосы не загорелись в настоящей лаборатории». Ей запрещали подниматься на верхние этажи и заходить с парадного входа. А когда она впервые опубликовала статью под своим именем, редактор энциклопедии прислал письмо господину Мейтнеру. Узнав, что Мейтнер женщина, отказался печатать. Она работала с Ганом 30 лет. Вместе открыли протактиний, вместе изучали радиоактивность. Но в 1933-м пришли нацисты. Лиза была еврейкой, сначала ее уволили из университета, потом Австрия вошла в состав Рейха, и бежать пришлось буквально с одним чемоданом. Ган спрятал ее бриллианты в ящике стола, они пригодятся, чтобы подкупить пограничников. И вот теперь, в Швеции, она держит в руках письмо. Пока Ган проводил химические опыты, именно Лиза поняла физику процесса. Ядро урана ведет себя как капля жидкости. Если в нее попадает нейтрон, капля начинает колебаться и делится на две. С племянником они быстро рассчитали, при этом выделяется колоссальная энергия – 200 миллионов электрон-вольт на одно ядро. Они назвали процесс ядерным делением – nuclear fission. В феврале 1939 года Nature публикует статью Мейтнер и Фриша. Ган и Штрасман опубликовались раньше. В нацистской Германии имя еврейки стоять не могло. Когда война кончилась, Нобелевский комитет вручил премию 1944 года по химии одному Гану. Лизу даже не упомянули. Критики до сих пор называют это решение самым вопиющим примером сексизма и расизма в истории Нобелевской премии. Ей предлагали работу над Манхэттенским проектом. Она отказалась: «Я не буду делать бомбу». Эйнштейн называл ее нашей Мари Кюри. Лиза Мейтнер умерла в 1968, и на ее могиле высекли «физик, который никогда не терял своей человечности». А в 1997-м 109-й элемент таблицы Менделеева назвали Мейтнерием. Слишком поздно, слишком мало, но хоть так. 10. Кристиан Хейникен – ребенок, который родился взрослым и умер в 4 года, зная 5 языков. Февраль 1721 года, немецкий город Любек. Мальчик, которому нет еще и года, садится за стол с отцом и заказывает обед на правильном немецком. Родители роняют ложки. Через несколько месяцев этот же ребенок пересказывает Ветхий Завет на древнееврейском. В 1,5 года он штудирует всемирную историю, в 3 свободно говорит на латыни и французском. В 4 читает лекции королю Дании и получает от него прозвище «Чудо столетия». Звали этого мальчика Кристиан Фридрих Хейникен, и история не знала таких детей ни до, ни после. Он родился обычным младенцем 6 февраля 1721 года. Но уже в первые месяцы проявилась чудовищная странность. Кристиан не плакал и не гулил. Он молчал, внимательно слушал взрослых, а заговорил сразу предложениями. Отец, художник и архитектор, заметил: ребенок не учится, он вспоминает. Создавалось жуткое впечатление, что душа взрослого человека по ошибке вселилась в младенческое тело. К году Кристиан освоил библейскую историю. В 2 – математику и географию, в 3 он владел древнееврейским, немецким, французским, латынью и древнегреческим. Маленький профессор в детском платьице. При этом он физически оставался ребенком, слабым, хилым, с огромной головой на тонкой шее. Современные врачи предполагают редчайшую форму прогерии или какого-то ускоренного метаболизма мозга, который сжигал организм изнутри. Слухи о феномене дошли до датского короля Фредерика IV. В 1725 году 3-летнего Кристиана привезли во дворец. Мальчик в кружевном воротничке уселся в кресло и начал читать монарху лекцию об истории Скандинавии.
цитируя древних авторов на латыни и делая ссылки на саги. Король вышел через час, вытирая пот со лба. Этот ребенок либо величайший гений мира, либо сам дьявол. Но Кристиан был просто ребенком. Сразу после лекции он попросил у мамы молока и лег спать с плюшевым мишкой. Домой он вернулся знаменитостью, но совершенно больным. Врачи прописывали ему кровопускание, диеты и полный покой. Тщетно. 27 июня 1725 года, в возрасте 4 лет и 4 месяцев, Кристиан Хейникен умер. Перед смертью он попросил не закрывать шторы, «Я хочу видеть небо напоследок». На вскрытии выяснилось, что его мозг по размеру и развитию соответствовал взрослому человеку, но кости черепа так и не срослись, как у младенца. Причина смерти, скорее всего, целиакия, непереносимость глютена, о которой тогда не знали. Организм просто не мог переваривать пищу, питая чудовищно прожорливый мозг. Врачи сказали матери: «Ваш мальчик знал слишком много для этого мира». Бог забрал его обратно. В последний день он попросил показать ему глобус. Посмотрел на Европу, вздохнул и закрыл глаза. 11. Человек в железной маске – тайна, которую не раскрыли даже за 300 лет. В 1698 году в Париже в Бастилию в закрытых носилках привозят узника. Его лицо скрывает черная бархатная маска. Никто не знает его имени. Охранникам приказано убить пленника, если он снимет маску. 34 года он проведет в тюрьмах, от Пиньероля до Бастилии, и умрет, так и не открыв лица. Похоронят его под именем Маршиоли. Кто же он? Вольтер в XVIII веке запустил красивую легенду. Это брат-близнец Людовика XIV, которого спрятали, чтобы избежать борьбы за власть. Дюма превратил эту версию в бестселлер, и теперь мы представляем именно так. Но историки нашли документы, которые указывают на другого человека. В 1678 году итальянский граф Эрколе Антонио Маттиоли, министр мантуанского герцога, тайно продал Франции крепость Казали за 100 тысяч кю. Получив деньги и алмаз от самого Людовика XIV, Маттиоли предал короля. Он разболтал детали сделки врагам Франции. Разгневанный Людовик приказал схватить его тайно и содержать так, чтобы никто не знал, что станется с этим человеком. 2 мая 1679 года Маттиоли исчез. Его перевезли в Пиньероль, потом на остров Сент-Маргерит, а затем в Бастилию. Именно он, по мнению большинства историков, и был тем самым узником. Но есть и другие версии: опальный генерал, настоящий отец короля или даже чернокожий любовник королевы. Кем он был на самом деле? Эту тайну не смог раскрыть даже Наполеон. 12. Весна Вулович, стюардесса, которая упала с 10 километров и осталась жива. 26 января 1972 года над чехословацкой деревней Српска-Каменице взрывается самолет Douglas DC-9 компании Jet. На борту 28 человек, взрыв такой силы, что лайнер разламывается на куски на высоте 10 160 метров. Обломки падают на заснеженные склоны. Спасатели уверены, выживших нет, но через несколько дней чешский крестьянин Бруно Хоник находит среди обломков девушку в форме стюардессы. Она в коме, вся в крови, но дышит. Это 22-летняя Весна Вулович. Она провалялась в снегу с переломанным позвоночником, черепом и ногами почти сутки, прежде чем ее нашли. Расследование показало, за 40 минут до падения в самолет подложили бомбу. Сербские националисты хотели подорвать братство и единство. Весна попала на этот рейс случайно, ее перепутали с другой стюардессой с таким же именем. В момент взрыва она оказалась зажата в хвостовой части, которая оторвалась и полетела вниз, как кленовый лист. Падение длилось 3 минуты. Как она выжила? Удар смягчили деревья и глубокий снег. Полярный холод остановил кровотечение, и главное, у Весны было аномально низкое давление, из-за которого сердце просто не разорвалось при перегрузках.
Она провела в коме 27 дней, перенесла множество операций, осталась парализованной ниже пояса, но через год встала на ноги. Весна попала в книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший самое высокое падение без парашюта. До конца жизни она ходила с хромотой, но никогда не боялась летать. Когда журналисты спрашивали, помнит ли она падение, Весна улыбалась: «Помню только, как пассажиры просили кофе. Наверное, я все-таки плохая стюардесса, кофе им так и не принесла». Она умерла в 2016 году, оставив загадку, которую врачи так и не разгадали. 13. Иван Покарин – самозванец, который 16 лет просидел в каменных казематах, ожидая встречи с императрицей. В 1774 году в Петропавловской крепости в сырой каземат бросают человека в крестьянской одежде. Ему приказывают назвать имя. Арестант молчит. Тогда надзиратели дают ему бумагу и перо. Узник пишет одно слово «неизвестный» и больше не произносит ни звука. Так в историю вошел человек, которого 16 лет будут пытать, кормить через решетку и держать в абсолютной изоляции, но так и не узнают его настоящего имени. В конце XVIII века в Малороссии объявился странный человек. Он ходил по деревням и шептал крестьянам: «Я – жених дочери Екатерины II. Императрица скоро признает меня, и тогда все мы заживем припеваючи». Проблема была в том, что никакой дочери у Екатерины никогда не существовало. Самозванца схватили и доставили в Петербург. Там он отказался говорить, и начался ад. Историк Олег Усенко, изучивший дело, считает, узника звали Иван Покарин. Но был ли он русским, неизвестно. Возможно, беглый солдат или просто сумасшедший мечтатель. Покарин относился к особой категории блаженных самозванцев. Они не хотели свергать власть, они искренне верили, что императрица их ждет и полюбит. Покарин ждал 16 лет. Кормили его через окошко, раз в день давали воду. Говорить с ним запретили всем, включая охрану. Он сходил с ума в полной тишине, но так и не сломался. В 1790 году неизвестного перевели в Кексгольмскую крепость, там он и умер, не назвав имени. Врачи, осматривавшие тело, записали: скончался от истощения и тоски. В тюремном журнале оставили запись: умер безымянный колодник, содержавшийся 16 лет в особом секретном помещении. Кто он был, неизвестно. Так человек, мечтавший стать мужем несуществующей принцессы, стал вечным узником без имени. 14. Сутому Ямагути – человек, который дважды выжил в аду. 6 августа 1945 года в 8:15 утра 29-летний инженер Сутому Ямагути спускается по лестнице в центре Хиросимы. Он в командировке, завтра должен вернуться домой в Нагасаки к жене и сыну. Вдруг за окном вспыхивает свет ярче 1000 солнц. Взрывная волна выбрасывает Ямагути через окно, он падает в канаву. Контуженный, с ожогами плеч и рук, он теряет сознание. Очнувшись ночью в бомбоубежище, Ямагути решает: надо домой. Любой ценой. Сутки он пробирается через сгоревший город к вокзалу. 7 августа садится в последний поезд, идущий на запад. В Нагасаки его встречают жена и сын. Он показывает им свои бинты и рассказывает о страшном взрыве. Начальство требует на работу. 9 августа в 11:02 утра Ямагути сидит в офисе в Нагасаки и объясняет коллегам, как выжить при атомном взрыве. Вдруг за окном снова вспышка. Он падает на пол, взрывная волна разносит комнату. Ямагути снова выживает. Он бежит домой через руины и находит жену с сыном, живыми, отделались легкими ранениями. Все трое проводят месяц в убежище, укрываясь от радиации. Ямагути проживет еще 65 лет, переболеет лучевой болезнью, потеряет многих знакомых, но доживет до 93 лет. В 2009 году правительство Японии официально признает его первым в истории человеком, пережившим обе атомные бомбардировки. На вопрос, как он чувствует себя, дважды побывав в аду, Ямагути отвечал: «Хватило бы и одного раза».
15. Джен Ши – самая успешная пиратка в истории, которой боялись империи. 1805 год. Южно-Китайское море. Флот из 1800 кораблей берет на абордаж целые прибрежные города. Командует этой армадой не бородатый капитан с крюком вместо руки, а хрупкая женщина в шелках. Ее имя Джен Ши, что значит «вдова Джен». Под ее началом 80 тысяч пиратов. Британская и Китайская империи объединяют флоты, чтобы поймать ее, и проигрывают. Все началось с борделя в Кантоне. Там 26-летнюю красавицу заметил пиратский адмирал Джен И. Он женился на ней и сделал своим заместителем. Джен Ши оказалась гением стратегии, она объединила враждующие кланы в единую федерацию, ввела железную дисциплину и военный кодекс. За грабеж деревень без приказа – смерть, за изнасилование пленных – смерть. За дезертирство отрезали уши. Пираты боялись ее больше, чем шторма. После гибели мужа Джен Ши взяла власть в свои руки. Ее флот блокировал дельту Жемчужной реки, грабил португальские суда и брал дань с прибрежных городов. Император Цзяцин отправил против нее 400 военных кораблей. Джен Ши уничтожила эскадру, захватила 60 судов и казнила адмирала. В 1810 году она сама пришла к властям с условиями: амнистия для всех пиратов, сохранение добычи и свобода для нее самой. Император согласился. Джен Ши умерла в 60 лет в собственном доме, содержа игорный притон. Она является самой богатой и влиятельной пираткой в истории. 16. Княжна Тараканова, самозванка, которую предал любимый. 1775 год. Ливорно, Италия. Красавица, называющая себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, готовится к свадьбе. Ее жених, граф Алексей Орлов, герой Чесменского сражения, фаворит самой Екатерины II. Он клянется в любви, дарит подарки, обещает помочь занять русский престол. Она верит, через несколько дней ее корабль возьмет курс на Россию, но не для коронации, а в каземат Петропавловской крепости. Кто она была на самом деле – загадка. Дочь пражского трактирщика, немецкая принцесса или персидская аристократка. Имена она меняла как перчатки: Алия Метье, принцесса Азовская, княжна Владимирская, но главную роль выбрала в 1774 году, объявила себя наследницей престола Елизаветы II, сестрой Емельяна Пугачева. Умная, образованная, с редкой красотой и легким косоглазием, придававшим лицу лукавство, она умела очаровывать. Вокруг нее вились поклонники, кредиторы давали деньги, европейская знать принимала с почетом. Екатерина II всерьез испугалась: самозванка в разгар пугачевского бунта слишком опасна. Она поручила Алексею Орлову выкрасть авантюристку любой ценой. Но Орлов, встретив княжну, влюбился сам. Месяцы он колебался, получая гневные письма императрицы. А княжна писала ему из каюты: «Я готова на все, но сохраню чувства мои к вам». Она отдала возлюбленному поддельные документы и свое сердце. А он предал. В мае 1775 года ее доставили в Петропавловскую крепость. Допросы вел князь Голицын, но тайну своего рождения она унесла в могилу. 4 декабря 1775 года княжна умерла от чехотки. Ни в чем не созналась, никого не выдала. Даже священнику не открыла имя. Но осталась легенда, якобы она погибла во время наводнения 1777 года в подвале, где вода хлестала в окно. Художник Флавицкий написал эту сцену, и картина стала знаменитой. Император Александр II даже велел сделать в каталоге пометку: сюжет заимствован из романа, не имеющего исторической истины. Настоящая княжна умерла за 2 года до потопа. Но красивая ложь оказалась сильнее правды. 17. Вайолет Джессоп, мисс Непотопляемая, пережившая крушение Олимпика, Титаника и Британика. Представьте, что вы утром 15 апреля 1912 года в шлюпке посреди Атлантики.
На руках у вас чужой младенец, а за спиной тонет самый роскошный лайнер в истории. И это не первый корабль, который идет ко дну вместе с вами. Вайолет Джессоп, стюардесса, которую судьба испытывала на прочность трижды и проиграла. Все началось в 1911 году. Вайолет работала на Олимпике, старшем брате Титаника. Лайнер столкнулся с военным крейсером Хок у берегов Англии. Огромная пробоина, паника, но судно чудом остается на плаву. Вайолет выживает, а через год она переходит на Титаник. Друзья уговаривают, это будет невероятный опыт. В ночь катастрофы Вайолет приказывают подняться на палубу и показывать пассажирам пример спокойствия. Когда спускают шлюпку номер 16, офицер сует ей в руки какой-то сверток. «Мисс, присмотрите за ребенком». Вайолет проведет с младенцем всю ночь посреди ледяной воды. На рассвете их подберет Карпатия. На палубе к Вайолет подбегает женщина, выхватывает ребенка и исчезает в толпе. Ни имени, ни спасибо. Казалось бы, хватит, но началась война. Вайолет идет медсестрой на Британик, третье судно-близнец. Ноябрь 1916 года, Эгейское море, взрыв мины, лайнер тонет за 55 минут. Шлюпку Вайолет засасывает под гигантские винты. Чтобы не погибнуть в мясорубке, она прыгает в воду и сильно ударяется головой о киль. Спасает другая шлюпка. Вайолет проживет 83 года и умрет от сердечной недостаточности. А за несколько лет до смерти ей позвонит неизвестная женщина и спросит: «Вы спасали ребенка на Титанике?» Вайолет ответит «да». В трубке рассмеются и положат трубку. Кто звонил, та самая девочка или просто шутник, останется загадкой. 18. Анна и Мартин Бейтс – великаны, чья любовь подарила им дом, а трагедия разбила сердце. В 1871 году в Лондоне в церкви Святого Мартина тысячи зевак выстроились в очередь, чтобы увидеть свадьбу. Невеста ростом 243 сантиметра, жених 241. Сама королева Виктория дарит молодоженам золотые часы и бриллиантовое кольцо. Анна Свон и Мартин Бейтс – самая высокая супружеская пара в истории, чей общий рост достигал почти 5 метров. Они встретились в цирке. Анна – канадская девушка с 13 братьями и сестрами нормального роста, с детства была гигантом. В 4 года 137 сантиметров, в 15 за 210. Мартин, ветеран армии конфедератов, в 14 лет перерос отца и пошел воевать, где получил прозвище «Кентуккийский гигант». Увидев друг друга на гастролях, они влюбились мгновенно. В 1872 году пара поселилась в Севилле, штат Огайо. Они построили дом с потолками под 5 метров и мебелью на заказ. Мартин разводил лошадей, Анна учила детей в воскресной школе. Казалось, счастье будет вечным. Но 19 января 1879 года Анна родила сына весом почти 10 килограммов и ростом 71 сантиметр, самого крупного младенца в истории. Ребенок прожил всего 11 часов. Анна так и не оправилась от горя. 5 августа 1888 года, за день до 42-летия, она умерла во сне от сердечного приступа. Мартин заказал из Европы статую жены, установил на могиле и продал дом. Через 17 лет он женился на обычной женщине и прожил до 82 лет. Но покоится рядом с Анной и сыном на кладбище Маунт-Хилл. Их дом сгорел в 1948, но история любви, которой не помешал даже рост, осталась навсегда. 19. Генри Коксвилл – безумец, который первым прошел Ниагарский водопад без защиты и выжил. 1901 год, Ниагара-Фоллс. Тысячи зрителей выстроились вдоль берега, чтобы увидеть смельчака. 63-летний школьный учитель Генри Коксвилл, отец 7 детей, залезает в старую деревянную бочку. Изнутри она обита подушками, снаружи – стальные обручи. К бочке привязана наковальня для устойчивости. Последние слова перед спуском: «Прощайте, друзья». Вернусь ли, не знаю. 24 октября,
4 часа дня, бочку сталкивают в воду. Течение подхватывает ее и несет к водопаду Подкова высотой 51 метр. Через несколько секунд бочка исчезает в кипящей пене. Толпа замирает. Проходит минута. 2. 10. Ничего. Все уверены, Коксвилл погиб. Люди потихоньку начинают расходиться, но через 17 минут кто-то кричит: «Смотрите!». Бочка выныривает у подножия водопада, подоспевшие рабочие вытаскивают ее на берег, вскрывают крышку и видят окровавленное лицо. Генри жив. Он улыбается сквозь разбитые губы и хрипит: «Я не советую никому пытаться повторить». Я бы сам ни за что не повторил. У него раздроблен коленный сустав, глубокие раны головы, лицо залито кровью. Врачи скажут, проживет максимум год из-за инфекций и пневмонии. Коксвилл действительно умрет через 10 месяцев, но не от травм, а от осложнений после простуды. Зато он навсегда войдет в историю как первый человек, покоривший Ниагару в бочке и выживший. С тех пор это пытались повторить десятки, но удалось единицам. 20. Магдалена, Франческа и Антуанетта – волосатые принцессы, которые носили шелка и жили при дворе короля. Конец XVI века, Франция. 3 девочки в роскошных придворных платьях играют в парке замка Блуа. На них кружевные воротники, золотые украшения и модные прически. Но есть одна деталь, от которой придворные дамы в ужасе отводят глаза. Лица девочек полностью покрыты густыми волосами. Это Магдалена, Франческа и Антуанетта, дочери Петруса Гонсалвуса, того самого чудовища, которое женилось на красавице Катрин. Антуанетта, которую домашние звали Тогнина, стала самой знаменитой из сестер. В 1595 году итальянская художница Лавиния Фонтана написала ее портрет. Маленькая девочка в нарядном платье смотрит на нас с холста. В руках она держит письмо, которое объясняет зрителям: Дон Петрус, дикий человек, обнаруженный на Канарских островах, был привезен ко двору короля Генриха Французского. От него родилась я, Антуанетта, и ныне нахожусь при дворе сеньоры Изабеллы Половичини, маркизы ди Саранья. Девочка умеет писать и читать, редкое образование для женщин того времени. В волосы ей вплетены ландыши и подснежники, символы чистоты и благородства, но также и дикой природы. Ученые-мужи той эпохи ломали головы: кто они, эти волосатые создания? Люди, звери или ошибка природы? Итальянский натуралист Улиссе Альдраванди посвятил им целую главу в своей истории чудовищ. Придворный художник императора Рудольфа II Георг Хофнагель поместил их портреты в свой зоологический альбом «Animalia Rationalia et Insecta» – единственные люди среди насекомых и животных. Для европейской знати они были живыми экспонатами, диковинками, которые держали в специальных кабинетах курьезов, рядом с заспиртованными уродами и индейскими тотемами, но сами сестры жили как настоящие принцессы. После смерти Екатерины Медичи семья перебралась в Италию ко двору герцога Пармского. Там их приняли с почетом. Старшая, Магдалена, вышла замуж, говорят, сам герцог купил ей дом в приданое. От Огнена. О ее судьбе историки спорят до сих пор. Возможно, она умерла молодой. А возможно, просто исчезла из хроник, потому что вышла замуж и родила здоровых детей. И они перестали быть интересны тем, кто коллекционирует монстров. 21. Джозеф Суон – человек, который зажег свет за 20 лет до Эдисона, но остался в тени. В 1860 году в Англии химик Джозеф Суон показывает коллегам стеклянную колбу с тлеющей угольной нитью. Это первая в мире электрическая лампа накаливания. Но есть проблема – вакуумные насосы того времени не могут выкачать воздух полностью, нить перегорает за пару минут. Суон прячет изобретение в ящик стола на 15 лет. В 1875 году появляются новые мощные насосы. Суон возвращается к опытам, обрабатывает хлопок кислотой и получает идеальную нить. 18 декабря 1878 года он собирает 700 зрителей и зажигает лампу, которая горит часами.
Это происходит за год до того, как Эдисон покажет свою версию миру. Суон первым освещает электричеством частный дом, первую в мире улицу и лондонский театр Совой. Когда Эдисон пытается запатентовать лампу в Британии, Суон выигрывает суд. Вместо войны компании объединяются в Эдискуэн. Лампы продаются по всему миру с нитью Суона и патроном Эдисона. В 1904 году король посвящает Суона в рыцари. Он доживет до 85 лет, увидев триумф своего изобретения. Просто он не умел так громко кричать о себе, как американец. Потому в учебниках чаще пишут про Эдисона. 22. Элис Болл, девушка, которая нашла лекарство от проказы в 23 года, но умерла до того, как мир узнал ее имя. В 1915 году на Гавайях молодая темнокожая девушка в лаборатории колдует над вонючим маслом. Ей 23 года, через несколько месяцев она создаст лекарство, которое спасет тысячи людей от пожизненного заточения в лепрозории. А через год умрет, так и не узнав, что ее открытие украдут. Элис Болл родилась в Сиэтле, в семье, где ценили науку. В 1914 году она получила 2 диплома в Вашингтонском университете, а через год стала первой женщиной и первой афроамериканкой с магистерской степенью Гавайского университета. На Гавайях свирепствовала проказа. Единственным средством было масло чаульмугры. При приеме внутрь оно вызывало рвоту, при инъекциях превращало кожу в месиво. Врач Гарри Холман попросил Элис помочь. Девушка выделила из масла активные кислоты и превратила их в водорастворимые эфиры, пригодные для уколов. Обреченные пациенты начали выздоравливать. 31 декабря 1916 года Элис умерла в 24 года, то ли от отравления хлором, то ли от туберкулеза. Директор института Артур Дин присвоил ее работу, назвал методом Дина и публиковал результаты под своим именем. Лишь в 1922 году правда всплыла, а массово об Элис Болл вспомнили только в 2000-м. Слишком поздно для девушки, которая в 23 года победила болезнь, считавшуюся приговором. 23. Густав Уайтхед – человек, который взлетел за 2 года до братьев Райт, но история его забыла. 14 августа 1901 года, пригород Бриджпорта, штат Коннектикут. Еще только занимается рассвет, когда странный аппарат с размахом крыльев 17 метров выкатывают на пустырь. За штурвалом немецкий иммигрант Густав Уайтхед. Мотор на смеси ацетилена и воздуха ревет, аппарат разгоняется на велосипедных колесах и отрывается от земли. Он пролетает 800 метров на высоте 15 метров, огибает деревья, покачивая крыльями и мягко приземляется. Репортер местной газеты, который тайно следил за испытаниями, через 4 дня публикует статью с подробным описанием полета и даже рисунком. Новость перепечатывают Нью-Йорк Herald и Бостон Транскрипт. Уайтхед становится знаменит. Но есть одна проблема – никто не сделал фотографии. Сам изобретатель позже скажет, что снимки не получились. К 1903 году, когда братья Райт поднимутся в небо в Китти-Хок, Уайтхед уже строит новые модели. Утверждает, что пролетел 11 километров над проливом Лонг-Айленд, но свидетелей почти не осталось. Те, кого нашли через 30 лет, дают противоречивые показания под присягой. Один из 2 очевидцев, названных в газете 1901 года, Джеймс Дики позже заявил: «Я там не был и никакого полета не видел. Это выдумка». Скептики добавляют, после 1902 года Уайтхед больше никогда не летал. Хотя строил самолеты до 1908-го, ни один из них не оторвался от земли. Но самое интересное скрыто в архивах Смитсоновского института. В 1948 году, принимая в дар самолет братьев Райт, институт подписал секретный контракт с наследниками Орвелла. Если они признают, что кто-то летал до декабря 1903 года, флайер вернется семье. Слишком дорогой экспонат, чтобы рисковать. Так Густав Уайтхед остался в тени, возможно, навсегда. 24.
Ада Лавлейс, поэтесса чисел, которая написала первую компьютерную программу за 100 лет до появления компьютера. В 1843 году в Лондоне молодая графиня корпит над чертежами странного механизма с шестеренками. Эту машину так и не построили, но женщина уже пишет для нее программу. Ее зовут Ада Лавлейс, единственная законная дочь поэта Байрона. Мать с детства пичкала ее математикой, чтобы в дочери не проснулся опасный поэтический дар. В 17 лет Ада знакомится с Чарльзом Бэббиджем, который придумал аналитическую машину, паровой компьютер с памятью, процессором и перфокартами. Бэббидж видел в ней лишь калькулятор, Ада – нечто большее. В 1842 году итальянский инженер пишет статью об этой машине. Ада переводит ее и добавляет примечания, втрое длиннее самой статьи. В них она составляет алгоритм вычисления чисел Бернулли. Это первая в мире компьютерная программа. Но главное, она поняла то, что не понимал даже Бэббидж. Машина может работать не только с числами, но и с символами. Она сможет сочинять музыку любой сложности, писала Ада. Она придумала циклы и подпрограммы, основы программирования, которые войдут в обиход только через 100 лет. В 36 лет Ада умерла от рака. Через век ее записи достанут из архива. В 1980 году Министерство обороны США назовет в ее честь язык программирования Ада. Ада наверняка улыбнулась бы. Даже идеальные женщины иногда ошибаются. В ее алгоритме найдут первый в истории баг. 25. Сесилия Пейн – женщина, которая узнала, из чего сделаны звезды, но ей приказали молчать. В 1925 году в Гарварде молодая аспирантка защищает диссертацию, которая перевернет астрономию. Она заявляет, звезды состоят почти полностью из водорода и гелия. Весь научный мир уверен, что состав звезд примерно такой же, как у Земли. Девушку зовут Сесилия Пейн. Ей 25 лет, Сесилия родилась в Англии, но уехала в Гарвард, где директор обсерватории набирал женщин-вычислителей, платя им в 2 раза меньше мужчин. Она изучала спектры звезд и наложила на них формулы ионизации. И увидела то, от чего перехватило дыхание. Линии в спектрах объяснялись только одним – звезды почти целиком из водорода. Она написала диссертацию «Атмосферы звезд». Астроном Генри Норрис Рассел, главный авторитет Америки, прочитал и пришел в ужас. Он заставил Сесилию дописать в конце: полученное количество водорода почти наверняка нереальны. Под давлением отца американской астрономии она согласилась и похоронила главное открытие своей жизни. Через 4 года сам Рассел пришел к тем же выводам, опубликовал их и скромно сослался на Сесилию в сноске. Мир узнал: звезды – водородные шары. Сесилия осталась в Гарварде, стала первой женщиной-профессором и первой женщиной, главой кафедры астрономии. В 1976 году получила высшую награду астрономического общества. В 82 года. Слишком поздно, чтобы крикнуть «Я же говорила». А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Вильям Эйндховен – человек, который поймал сердце в струну.
а его аппарат весил 270 килограммов. В 1901 году в Лейдене профессор физиологии колдует над странной конструкцией, занимающей 2 комнаты. Медные провода тянутся через стены, магниты размером с голову висят на цепях, а между ними кварцевая нить толщиной с паутинку, которую можно разглядеть только в микроскоп. Это первый в мире электрокардиограф. Его создатель – Вильям Эйндховен. Вес аппарата – 270 килограммов. Для одного обследования требовалось 5 сотрудников, 2 обслуживали магниты, 3 – пациента и фоторегистрацию. До Эйндховена врачи пытались изучать сердце вслепую. Прикладывали электроды к груди, но стрелки гальванометров дергались так быстро, что ничего нельзя было разглядеть. Эйндховен придумал гениальное, тончайшую кварцевую нить, покрытую серебром, натянутую между полюсами магнита. Когда сердце посылает электрический импульс, нить чуть заметно колеблется. Свет падает на нее, увеличивает в 600 раз и проецирует на движущуюся фотобумагу. Так родилась ЭКГ. В 1906 году он подключил свой монстр к телефонной линии за 1,5 километра от больницы и впервые записал ЭКГ пациентки на расстоянии. Это было начало телемедицины. Эйндховен упрощал аппарат 20 лет. В 1924 году он получил Нобелевскую премию. В день вручения ему сообщили, его метод спас жизнь человеку с остановкой сердца прямо в зале, где врачи поставили диагноз по кардиограмме. Сам профессор улыбнулся и сказал: «Я просто научил струну петь песню сердца». 27. Игнац Земельвайс, врач, который мыл руки и умер в психушке за то, что спасал жизни. В 1847 году в Вене в родильном отделении больницы молодой врач с ужасом замечает: в одном отделении умирает каждая 6-я женщина, в соседнем только каждая 50-я. Разница лишь в том, что в первом работают студенты-медики, которые приходят прямо из прозекторской после вскрытия трупов. Доктора зовут Игнац Земельвайс. Ему 29 лет. Он приказывает мыть руки хлорной известью перед осмотром рожениц. Смертность падает с 18% до 1% за месяц. Земельвайс ликует, он нашел причину родильной горячки, убивавшей тысячи женщин. Он пишет отчеты, рассылает письма, умоляет коллег последовать примеру. Ответ – гробовое молчание, а потом насмешки. Немецкие профессора называют его открытие детской игрой. Венские светила шипят: как смеет венгр учить нас мыть руки, будто мы грязные свиньи. Земельвайса увольняют. Он возвращается в Будапешт, но и там наталкивается на стену непонимания. В 1861 году он публикует открытое письмо всем профессорам акушерства. «Ваше невежество – это убийство. Сколько еще женщин должны умереть, чтобы вы признали очевидное?» Коллеги решают, он сошел с ума. Через 4 года Земельвайса обманом заманивают в психиатрическую лечебницу. При попытке сбежать охрана избивает его дубинками. Через 2 недели он умирает от гангрены, от той же зараженной раны, против которой боролся всю жизнь. Через 20 лет Пастер докажет микробную теорию. Через 30 лет хирурги начнут мыть руки. А Земельвайс так и не узнал, что спас больше жизней, чем любой полководец в истории. 28. Джон Гаррисон, плотник, который победил время и научил моряков находить дорогу домой. В 1707 году у островов Сили 4 военных корабля разбиваются о скалы за одну ночь. 2000 моряков тонут в ледяной воде. Причина – адмирал не знал точных координат. Он понимал широту, но понятия не имел о долготе. Британия в шоке. Парламент назначает награду в 20 000 фунтов, целое состояние по тем временам, тому, кто научит моряков определять долготу. За решение берется простой плотник из Йоркшира Джон Гаррисон. У него нет образования, зато есть золотые руки и одержимость. В 20 лет он собрал первые часы целиком из дерева.
В 1728 году он едет в Лондон с чертежами морского хронометра. Ученые-мужи крутят пальцем у виска. Часы на корабле? Качка, соль, перепады температур – это безумие. Но Гаррисон упрям. 31 год он создает одну модель за другой – H1, H2, H3. Они огромны, тяжелы, но идут все точнее. А в 1761 году происходит чудо, аж 4 размером с карманные часы отправляется в плавание на Ямайку. Через 81 день в открытом море его проверяют, ошибка всего 5 секунд. Этого хватило бы, чтобы получить премию трижды. Но совет по долготе не верит. Случайность, подлог, везение. Гаррисону уже под 70, он болен и зол. В дело вмешивается король Георг III. Этих людей богом прокляну, если они вас обманут. Король лично тестирует H5 и приказывает выплатить все до пенса. Гаррисон получает деньги в 80 лет. Через 3 года он умирает, успев увидеть, как его хронометры спасают жизни. Сегодня его часы висят в Гринвичской обсерватории, а на могиле высечено: он пересек время, чтобы другие могли пересечь океаны. 29. Афанасий Никитин, русский купец, который дошел до Индии за 30 лет до португальцев, спасаясь от долгов. В 1466 году в Твери купец Афанасий Никитин снаряжает 2 корабля с товаром и плывет по Волге торговать на Кавказ. Но под Астраханью на него нападают татары и грабят дотла. Возвращаться домой нельзя, за потерю товара долговая яма, и Афанасий принимает безумное решение – идти на восток, куда глаза глядят, авось разбогатеет и расплатится. Он пересекает Каспий, Персию, садится на корабль и через 6 недель плавания видит берег Индостана. Это 1469 год. До Васко да Гамы, которого Европа считает первооткрывателем Индии, остается еще 30 лет. В индийском городе Чунере местный хан отбирает у Никитина последнее, породистого жеребца. Узнав, что русский, христианин, хан предлагает сделку: верну коня и дам 1000 золотых, прими ислам. Откажешься – умрешь. Афанасий, рискуя жизнью, отвечает твердым отказом. Его спасает знакомый перс, выкупает коня и уговаривает хана отпустить упрямца. 3 года Никитин бродит по Индии. Он видит роскошные дворцы султанов и нищету крестьян, храмы с каменными идолами и нагих людей, дивящихся белому человеку. Он записывает все в тетради, позже они станут знаменитым хожением за 3 моря. В 1472 году, после 4 лет скитаний, он наконец трогается в обратный путь, но до дома не доходит, умирает под Смоленском, так и не узнав, что его записки через 300 лет назовут памятником духовного мужества. Сегодня памятник Афанасию Никитину стоит не только в Твери, но и в Индии, в городе Ривданда, где когда-то ступила нога первого русского путешественника. 30. Лев Пантрягин – слепой математик, который увидел форму Вселенной и заставил числа подчиняться. В 1922 году в Москве 14-летний подросток возится с примусом, чтобы согреть чай. Взрыв и осколки навсегда лишают его зрения. Врачи говорят, жизнь кончена, образование невозможно. А через 18 лет этот мальчик станет академиком, профессором МГУ и одним из величайших математиков XX века. Имя ему Лев Пантрягин. Все решила мать Татьяна Андреевна. Простая портниха без образования заявила: «Будешь учиться. Я буду твоими глазами». Она выучила немецкий, чтобы читать сыну научные статьи, и часами диктовала формулы, придумывая для символов смешные названия. Например, хвостики вверх для знака объединения множеств. Так день за днем она перетаскивала в мозг сына высшую математику. На лекциях в университете происходило невероятное. Профессор Бухгольц чертит на доске, все смотрят. Вдруг голос с последнего ряда: «Профессор, вы ошиблись в чертеже». Преподаватель замирает. Ошибиться на виду у слепого студента, который просто слышит расстановку букв на доске? Но Пантрягин прав, ошибка есть. Он создал топологическую алгебру практически с нуля.
Открыл общий закон двойственности, построил теорию характеров непрерывных групп, решил часть пятой проблемы Гильберта. А позже придумал принцип максимума Пантрягина, фундамент всей современной теории управления. Именно по его формулам сегодня летают спутники и рассчитываются оптимальные траектории. 4 ордена Ленина, Ленинская премия, звание Героя соцтруда. Он получил все. Но главное, мальчик, ослепший в 14 лет, доказал, что гений не в глазах, а в голове и в сердце. 31. Василий Архипов – офицер, который в одиночку остановил ядерную войну и умер в безвестности. 27 октября 1962 года в Карибском море американские эсминцы забрасывают советскую подлодку Б-59 глубинными бомбами. Внутри ад, температура под 60 градусов, кончается кислород, люди теряют сознание. Связи с Москвой нет уже несколько дней. Командир Валентин Савицкий уверен, война началась. Он приказывает собрать ядерную торпеду, мощностью как бомба, сброшенная на Хиросиму. «Мы погибнем, но флот не опозорим», – кричит он. Но для запуска нужно согласие 3 старших офицеров. Савицкий за, комиссар Масленников тоже за. 3. Начальник штаба бригады Василий Архипов. Если он согласится, Третья мировая начнется через минуту. Архипов смотрит на сигналы американцев и понимает, они не атакуют, а заставляют всплыть для опознания. Год назад он уже пережил ад на К-19, где экипаж получал смертельные дозы радиации и вынес оттуда главное – хладнокровие спасает жизни. Он убеждает Савицкого, всплываем и ждем приказа из Москвы. Торпеду не запускают. Через 40 лет директор архива национальной безопасности США скажет, парень по фамилии Архипов спас мир. Сам Архипов доживет до 72 лет в подмосковной Купавне, работая председателем Совета ветеранов. Он умрет в 1998 от последствий радиации, полученной на К-19. Никто из соседей не знал, что этот скромный старик однажды держал в руках судьбу человечества. 32. Джеймс Холман – слепой путешественник, который обогнул земной шар, стуча палкой. 1810 год. Атлантический океан. Молодой лейтенант британского флота внезапно слепнет в 25 лет. Врачи разводят руками. По тем временам слепой, пропащий человек – инвалид, который доживает век в 4 стенах. Но Джеймс Холман отказывается умирать при жизни. Он развивает феноменальную эхолокацию. Берет трость с металлическим наконечником и каждые несколько шагов постукивает ею, слушая отраженный звук. Годы тренировок, и он, так сказать, видит форму зданий, очертания повозок и даже людей по отражению звука. Он заканчивает Эдинбургский университет, изучает медицину и литературу. В 1822 году Холман отправляется в Россию. Он добирается до Иркутска через сибирские тракты, питаясь в дешевых трактирах, мерзнет, отбивается от комаров. Местные власти в шоке, слепой англичанин расспрашивает о пушнине и лесных угодьях. Его принимают за шпиона и высылают обратно в Польшу. Потом будут Азия, Африка, Австралия, Америка. Он исследует неизведанные уголки Африки, охотится на кенгуру в Тасмании, забирается на край вулкана Везувий. В общей сложности Холман проедет 400 тысяч километров, больше, чем любой путешественник его времени. Член Королевского общества, автор бестселлеров, человек, которым восхищался Чарльз Дарвин. Но к концу жизни публика устает от слепого гения. Люди решают, он все выдумал. Книги перестают покупать. Холман умирает в бедности в Лондоне в 1857 году. Забытой теме, кому открывал мир. 33. Джозеф Меррик – человек-слон, над которым смеялся весь мир, но полюбила королева. В 1884 году в Лондоне в грязном подвале на Ист-Энде хозяин лавки уродств тычет палкой в скрюченное существо, завернутое в мешок.
Толпа глазеет на чудовище, голова в 3 раза больше нормальной, кожа бугрится серыми наростами, правая рука похожа на ласт, а левая нормальная человеческая кисть. Это Джозеф Меррик, ему 22 года. Родная мать бросила его в приюте, когда он был ребенком, и с тех пор он знал только побои и насмешки. В цирке Меррика прятали в подвале между представлениями, чтобы не пугать публику раньше времени. Но однажды молодой хирург Фредерик Трэвис зашел в лавку и замер. Он не испугался. Он разглядел в этом теле человека. Трэвис привел Меррика в лондонский госпиталь, обследовал и написал в дневнике, лицо его напоминало маску из кошмара. Но когда я заговорил с ним, из-под этой маски выглянул умный и добрый человек. Меррик оказался не просто человеком, он был поэтом. Он писал стихи, читал Библию, мастерил из картона модели соборов. Аристократки, приезжавшие поглазеть на урода, вытирали слезы после разговора с ним. Сам принц Уэльский навещал его и присылал рождественские подарки. Королева Александра лично приезжала в палату и часами сидела у его кровати. 4 года Меррик прожил в госпитале как дома, впервые в жизни его не запирали, не тыкали и не называли животным. Но его тело не выдержало. 11 апреля 1890 года он лег спать как обычно, головой на подушку. Шея, слишком слабая, чтобы держать чудовищно тяжелую голову, сломалась во сне. Меррик умер мгновенно. Причина его болезни так и осталась загадкой, то ли слоновость, то ли редчайший синдром Протея. Но главное, человек-зверь оказался добрее многих людей. На его могиле выбили «Джозеф Меррик. Сын человеческий». 34. Николя Апер, повар, который изобрел консервы и накормил полмира, даже не подозревая об этом. 1795 год, Франция. Революционная армия Наполеона тает не в боях, а от голода, мясо гниет за 3 дня, овощи портятся. Войска не могут уйти далеко от обозов. Бонапарт объявляет конкурс. Тот, кто придумает способ сохранять еду свежей месяцами, получит 12 тысяч франков золотом. За дело берется скромный парижский кондитер и повар по имени Николя Апер. У него нет ни лаборатории, ни химического образования, только золотые руки и кухня. Апер ставит сотни экспериментов, сушит, солит, коптит, маринует, обмазывает жиром. Ничего не работает. И тут случайно он замечает, вино, прокипяченное и запечатанное в бутылке, не киснет годами. 14 лет Апер бьется над загадкой. Он укладывает мясо, овощи и фрукты в широкогорлые стеклянные банки, закупоривает пробкой, заливает сургучом и кипятит в соленой воде часами. В 1809 году он открывает банку 10-месячной давности, мясо пахнет как свежее. Метод работает. Апер получает из рук самого Наполеона честь, славу и 12 тысяч франков. На эти деньги он открывает первый в мире консервный завод «Апер и сыновья». Солдаты императора идут на Москву с банками тушенки в ранцах. Сам Апер понятия не имел о микробах. Пастер докажет их существование через 50 лет. Он просто нащупал метод, который спасет миллионы от голода. Сегодня без его изобретения невозможны ни полярные экспедиции, ни космические полеты, ни даже простой поход в магазин. А ведь был просто повар, который кипятил банки на домашней плите. 35. Сриниваса Рамануджан – индийский гений, который видел формулы во сне и переписал математику. 1913 год, Кембридж. Профессор Харди получает конверт из Мадраса с мятыми листами, исписанными странными формулами. Харди сначала думает, мистификация или сумасшествие. Но через час он сидит с открытым ртом. Неизвестный индус вывел теоремы, которые европейские математики доказывали столетиями, и рядом новые, которые никто никогда не видел. Сриниваса Рамануджан родился в бедной семье браминов на юге Индии. В 2 года пересчитывал всех детей в квартале. В 12 лет выпросил у друга книгу по тригонометрии и за неделю освоил ее сам. В 16 достал 2-томник «Синтез математических результатов Кара», сборник 5000 формул без доказательств.
Это стало его единственным учебником. Он забросил колледж, не было денег на учебу. Голодал, но записывал формулы на пальмовых листьях. Иногда их съедали муравьи. Рамануджан говорил, формулы приходят к нему во сне. Богиня Намагири, богиня знания, шепчет их на ухо. Утром он просто записывал готовые решения. Харди привез его в Англию. Там Рамануджан мерз, не выносил еды и тосковал по дому. Но за 5 лет они с Харди опубликовали 28 работ, создав новую ветвь математики – теорию модулярных форм. В 1919 году Рамануджан вернулся в Индию умирать, туберкулез, авитаминоз. Перед смертью он написал последнюю формулу, которую математики расшифруют только через 90 лет. Ему было 32. На вопрос о его гениальности Харди ответил: «Каждое натуральное число – его друг». Он умел дружить с числами так, как мы не умеем дружить с людьми. 36. Кэти Сандвина – женщина, которая победила самого сильного мужчину планеты. 1902 год, Нью-Йорк. На арене цирка встречаются двое – хрупкая девушка и Евгений Сэндоу, отец современного бодибилдинга. Сэндоу с трудом выжимает штангу 136 килограммов, девушка подходит, берется одной рукой и спокойно поднимает снаряд над головой. Зал взрывается. Ее зовут Кэти Брумбах, и с этой минуты она возьмет сценический псевдоним Сандвина, женскую форму фамилии побежденного Сандоу. Кэти родилась в цирковой семье. Папа весил 270 килограммов, мама имела бицепс 41 сантиметр. В 2 года она уже стояла на руках на отцовской ладони. В юности отец предлагал 100 золотых любому, кто победит дочь в борьбе. Никто не выиграл ни разу. В 16 лет на вызов откликнулся акробат Макс Хейман. Кэти уложила его за минуту. Макс встал, посмотрел ей в глаза и влюбился. Они прожили вместе 42 года, хотя он весил 75 килограммов и был на голову ниже. В цирке Кэти творила невероятное, держала на груди карусель с 6 взрослыми, гнула железные прутья, рвала цепи. Главный номер – человеческий мост, на ней стояли мостки, по которым проходили 12 человек и телега с лошадью. В 1912 году Кэти стала вице-президентом общества суфражисток цирка. Газеты называли ее Сандвина-суфражистка. 10 врачей публично признали ее идеальной женщиной. Ушла из цирка почти в 60, открыла с мужем бар в Квинсе. Ее рекорд поднятия штанги держался до 1986 года. 37. Ласло Бира – венгр, который подарил миру шариковую ручку, потому что его бесили кляксы. Будапешт, 1930-е. Журналист Ласло Бира каждый день проклинает работу. Чернила из перьевой ручки текут, пачкают пальцы, оставляют кляксы. Он смотрит на свежую газету и замечает, типографская краска сохнет мгновенно. Но она слишком густая для обычного пера. Однажды в типографии Бира видит, как вал прокатывает краску по металлическим буквам. Его осеняет, а если заменить перо маленьким шариком, который будет вращаться и переносить краску? Как каток, только крошечный. Бира бросает журналистику и вместе с братом-химиком начинает опыты. Годы уходят на то, чтобы подобрать идеальный состав чернил и способ крепления шарика. В 1938 году они получают патент. Но в Европе пахнет войной, а Бира – еврей. Он бежит в Аргентину и в 1943 открывает фабрику, назвав ручку Биром. Успех приходит неожиданно. Британские летчики замечают, шариковая ручка пишет на любой высоте, в отличие от перьевых, которые замерзают и текут. Министерство авиации закупает партию, американцы подхватывают идею, и к 1950-м ручка завоевывает мир. Сегодня в Аргентине любую шариковую ручку до сих пор называют Биром. День рождения Бира, 29 сентября, отмечается как День изобретателя. И все потому, что журналиста бесили кляксы. 38.
Фрэнк Эперсон – 11-летний мальчик, который изобрел фруктовый лед и забыл об этом на 18 лет. Сан-Франциско, 1905 год, холодная зимняя ночь. 11-летний Фрэнк Эперсон насыпает в стакан содовый порошок, наливает воду, размешивает палочкой и, как все дети, забывает напиток на крыльце. Утром он находит стакан с торчащей палочкой, вмерзший в лед. Фрэнк пробует, вкусно. Он облизывает замерзшую содовую прямо с палочки и бежит показывать маме. Мама говорит: «Мила, дорогой, убери за собой». Фрэнк вырастает, становится риэлтором, заводит семью и забывает о своем детском эксперименте на 18 лет. Но однажды вечером 1923 года он сидит на вечеринке, готовит для детей тот самый содовый напиток и вдруг вспоминает: стакан на крыльце, лед, палочка. Он бросается на кухню, повторяет эксперимент и понимает: это гениально. Эперсон начинает продавать замороженный леденец на палочке в парках развлечений. 7 вариантов вкуса. Название придумывают дети: попсикл от папин леденец. В 1924 он получает патент. Дела идут хорошо, но в 1925 Эперсон прогорает из-за долгов и продает бизнес за мизер. Новые хозяева делают попсикл брендом номер 1 в Америке. Сам изобретатель доживает до 1983 года, наблюдая, как его случайное детское открытие приносит миллионы другим. Вот так 11-летний мальчик, забывший стакан на крыльце, случайно изобрел то, без чего не обходится ни одно детство. Иногда гениальность – это просто вовремя вспомнить, что ты уже все придумал. 39. Станислав Петров, подполковник, который в одиночку остановил ядерную войну, потому что не поверил компьютеру. 26 сентября 1983 года, подмосковный бункер Серпухов-15. Подполковник Станислав Петров заступил на дежурство вместо заболевшего коллеги. В 0 часов 15 минут взвыли сирены. Компьютер системы ОКО выдал: с американской базы в Северной Дакоте запущена ракета. Цель – СССР. Спустя минуту еще 4 пуска. По инструкции Петров обязан немедленно доложить наверх. Через 28 минут ядерный чемоданчик оказался бы у генсека. Ответный удар неизбежен. Но Петров медлил. Что-то не сходилось. При реальной атаке ракеты летят с десятков баз, а тут все из одной точки. Наземные радары молчали. Визуальщики не видели вспышек. Петров поднял трубку и доложил: система дала сбой. 18 минут он ждал, затаив дыхание. Если ошибся, ракеты войдут в воздушное пространство. Тишина. Позже выяснилось, спутники приняли запуски отражения солнечных лучей от облаков. На следующий день Петрова отчитали за незаполненный журнал боевых действий. Из него сделали козла отпущения. Через год он уволился. О подвиге никто не знал, даже жена. Лишь в 2006 году в ООН ему вручили статуэтку человеку, который предотвратил ядерную войну. Он умер в 2017 в подмосковном Фрязине, так и не став полковником. Зато став человеком, который удержал мир над пропастью. 40. Дуглас Энгельбарт – человек, который показал будущее в 1968 году, но умер забытым. В декабре 1968 года в Сан-Франциско 1000 лучших компьютерщиков мира собрались на конференцию. На сцену выходит инженер и за 90 минут показывает то, во что никто не верит. Он сидит за странным устройством из дерева с одной кнопкой, мышью. На экране открываются окна, текст редактируется в реальном времени, ссылки ведут на другие документы. Он связывается с коллегой за 50 километров и проводит первый видеозвонок в истории. Зал встает и аплодирует стоя. Этого человека зовут Дуглас Энгельбарт. В 1963 году он получил свой лабораторный корпус и задачу улучшить взаимодействие человека с компьютером. Тогда компьютеры занимали целые комнаты, а программы вводились перфокартами.
Энгельбарт придумал мышь, деревянную коробочку с двумя колесиками. Инженер Билл Инглиш собрал первый прототип в 1964. Название родилось само, похоже на мышку с хвостом. Но мышь была лишь частью грандиозного плана. Энгельбарт мечтал не об удобстве, он хотел усилить человеческий интеллект, дать людям инструменты для решения сложнейших проблем. Его система НЛС требовала 500 команд и 1000 часов обучения. Слишком сложно для того времени. В 1970-м он получил патент на XY-позиционер для дисплея. Патент истек в 1987-м, как раз когда мыши стали массовыми. Энгельбарт не получил ни цента роялти. SRI лицензировала его изобретение Apple за смешные $40 тысяч. Его офис находился в нескольких кварталах от Apple. Сотрудники Джобс и Возник строили империю на его идеях. А Энгельбарт в 80 лет признавался: «Последние 20 лет я жил очень неудачно. Никто не хотел финансировать мои исследования». Он получил национальную медаль технологий от Клинтона, Тьюринговскую премию, но умер в 2013-м, почти забытым. Тот, кто изобрел мышь, окна, гипертекст и видеозвонки, просто опередил время настолько, что мир заметил его только тогда, когда было уже поздно. 41. Эмми Нётер – женщина, которую Эйнштейн считал гением, а университеты – обузой. 1915 год. Геттингенский университет. Давид Гильберт, величайший математик эпохи, умоляет ученый совет разрешить преподавать женщине. «Господа, это не публичный дом, чтобы нам запрещать женщину», – кричит он. Совет не преклонен. Что подумают солдаты, вернувшись с фронта, увидев женщину у доски? Эйнштейн назовет ее самой значительной женщиной в истории математики. Ее зовут Эмми Нётер, она родилась в семье математика. В университет женщин не брали, разрешили только сидеть на лекциях гостям. 4 года она слушала и молчала. В 1907 получила докторскую, но работать могла лишь бесплатно. 7 лет читала лекции без копейки, иногда под именем отца. В Геттингене Гильберт лично читал ее курсы, а в расписании значилось «Физический семинар, профессор Гильберт, при участии фройляйн Нётер». Ходили студенты, конечно, на нее. Там она доказала теорему, ставшую фундаментом физики. Каждой симметрии соответствует закон сохранения. Без нее невозможна ни теория относительности, ни квантовая механика. В 1933-м пришли нацисты. Нётер – еврейка. Она бежала в Америку, где наконец получала зарплату. Через 2 года умерла после операции. Эйнштейн написал некролог. Фройляйн Нётер была самым значительным, творческим, математическим гением из всех женщин. Ни могилы, ни кафедры. Только теорема, которую учат до сих пор. 42. Томас Миджли – человек, который чуть не погубил планету, но умер от собственного изобретения. 1924 год. Пресс-конференция в Нью-Джерси. Изобретатель Томас Миджли наливает себе на руки ядовитую жидкость, подносит бутылку к носу и минуту глубоко вдыхает пары. «Я могу делать это каждый день без всякого вреда», – заявляет он журналистам. Через несколько дней Миджли слег с острым отравлением свинцом. А через 100 лет историки назовут его единственным организмом в истории Земли, нанесшим атмосфере наибольший урон. Миджли был гениальным инженером. В 1921 году он решил проблему детонации двигателей, добавил в бензин тетраэтилсвинец. Топливо назвали этилированным, слово «свинец» спрятали. Свинец – нейротоксин, снижающий интеллект у миллионов детей по всему миру. За следующие полвека в атмосферу выбросили 7 миллионов тонн свинца. В 1930-м Миджли изобрел фреон, чудо-газ для холодильников, нетоксичный и не горючий. Он лично вдыхал его и задувал свечи, доказывая безопасность. Через 40 лет выяснилось, фреон разрушает озоновый слой, открывая дорогу ультрафиолету. Судьба нанесла последний удар.
В 51 год Миджли заболел полиомиелитом и придумал систему веревок, чтобы вставать с постели. 2 ноября 1944 года он запутался в собственном механизме и задохнулся. Гений, подаривший миру два самых разрушительных изобретения, погиб от третьего. Экологи до сих пор подсчитывают ущерб. 43. Морис Хиллиман – человек, который спас больше жизней, чем любой ученый 20 века, но чье имя вы никогда не слышали. В 2005 году в Филадельфии умирает 85-летний старик. Некрологи пишут не газеты, а медицинские журналы. И в них звучит шокирующая цифра – этот человек спас больше жизней, чем любой другой ученый 20 века. Его вакцины каждый год предотвращают 8 миллионов смертей, а вы никогда не слышали его имени. Потому что Морис Хиллиман не искал славы, он искал вирусы. Из 14 вакцин, которые сегодня входят в обязательный календарь прививок ВОЗ, Хиллиман разработал 8 от кори, свинки, краснухи, гепатита А и Б, ветрянки, менингита и пневмонии. Он объединил их в знаменитую ММР, первую комбинированную вакцину, а в 1957 году, когда в Гонконге вспыхнула эпидемия гриппа, Хиллиман первым понял – это пандемия. Он работал по 14 часов в сутки 9 дней подряд и создал вакцину за 4 месяца. Спасли миллионы. Самая трогательная история случилась в 1963. Его дочь Джерил Лин заболела свинкой. Хиллиман взял у нее мазок из горла, пришел в лабораторию и выделил вирус. Этот штамм до сих пор называется Джерил Лин и используется в вакцинах по всему миру. Энтони Фаучи скажет, вклад Хиллимана – самый хорошо хранимый секрет от широкой публики. Сам Хиллиман умер от рака, оставив после себя 40 вакцин и ни одного интервью о себе. Он просто делал свою работу. И благодаря этому мы живем в мире, где дети больше не уходят из этой жизни от кори. 44. Джордж Крам – шеф-повар, который изобрел чипсы из мести и умер, не заработав на них ни цента. 1853 год. Курорт Саратога Спрингс, фешенебельный ресторан отеля Moon Lake House. В зал входит железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт, один из богатейших людей Америки. Он заказывает картофель фри. Через 15 минут официант ставит перед ним тарелку. Вандербильт пробует, морщится и отодвигает еду, это слишком толсто нарезано. Несите тоньше. Шеф-повар Джордж Крам, метис с индейской кровью и взрывным характером, молча нарезает новую порцию тоньше. Официант уносит тарелку. Возвращается, клиент снова недоволен. Говорит, все еще толсто. Крам сдерживается, режет еще тоньше. Вандербильт отправляет и третью порцию обратно, недостаточно тонко. Тут терпение Крама лопается. Он в ярости. Достает картофелину, нарезает ее буквально бумажными ломтиками, почти прозрачными. Бросает в кипящее масло и жарит до хруста, пока те не начинают сворачиваться. Солит, добавляет для верности побольше специй и отправляет Вандербильту. Официант шепчет: «Шеф, он же выгонит нас». Через минуту официант выбегает из зала с круглыми глазами. Клиент требует добавки. Говорит, это лучшее, что он ел в жизни. Так появились на свет чипсы Саратога. Блюдо вошло в меню как фирменное, потом разошлось по всему побережью. Крам проживет 73 года и умрет, так и не запатентовав свое изобретение. Чипсы начнут выпускать фабрично, делать миллионы, а имя обидчивого индейца останется только в кулинарных архивах. Иногда лучший способ отомстить – это сделать что-то настолько хорошо, что мир забудет обидчика, но запомнит тебя. 45. Рут Уэйкфилд – женщина, которая случайно придумала печенье с шоколадной крошкой и продала рецепт за пожизненный запас шоколада. 1930 год. Массачусетс. Кухня небольшой таверны Toll House Inn. Хозяйка Рут Уэйкфилд собирается испечь шоколадное масляное печенье по старинному рецепту.
Она растапливает плитку шоколада, но он никак не хочет плавиться равномерно. Тогда Рут решает, а что, если просто накрошить шоколад кусочками и бросить в тесто? Они же расплавятся сами, пока печенье печется. Рут достает нож, рубит шоколад на мелкие кусочки, вмешивает в тесто, ставит противень в печь и забывает о нем на несколько минут, занимаясь гостями. Когда она открывает духовку, то видит, шоколад не расплавился, кусочки остались целыми, лишь слегка подтаив и застыв внутри печенья. Рут пробует, невероятно вкусно. Шоколад хрустит, тает во рту, тесто нежное. Она тут же меняет меню. Новое печенье называют «шоколадный хрустик Толл-хауса». Слава о нем разлетается по всей Новой Англии. В 1937 году к Рут приходят люди от Nestlé, они продают шоколад и видят, как резко выросли продажи в этом регионе. Оказывается, женщины скупают плитки, чтобы рубить их ножом для печенья Рут. Nestlé предлагает сделку, они будут выпускать готовые шоколадные кусочки специально для выпечки, а Рут разрешит печатать свой рецепт на упаковке. Взамен пожизненный бесплатный шоколад для нее лично. Рут соглашается. До конца жизни каждую неделю к ее дому подъезжал фургон Nestlé и выгружал коробки с шоколадом. Она раздавала их детям, внукам, соседям и гостям. А печенье с шоколадной крошкой стало самым популярным домашним печеньем в мире. Из-за случайности и одного непослушного кусочка шоколада. 46. Гарри Болл – дизайнер, который придумал смайлик за 10 минут и получил за это $45. В 1963 году в Вустере, штат Массачусетс, страховая компания State Mutual Life Assurance нанимает художника-фрилансера для простой задачи – придумать значок, который поднимет настроение сотрудникам после слияния компаний. Задача – улыбающееся лицо. Желтый фон, черные глаза, улыбка. Ничего сложного. Дизайнер Гарри Болл берет лист бумаги, рисует круг, ставит 2 точки, выгибает дугу. 10 минут и эскиз готов. Компания в восторге. Платит Гарри $45 и забывает о нем. А Гарри забывает запатентовать свой рисунок. В 1970-х двое братьев из Филадельфии, Бернард и Мюррей Спейн, замечают значок, добавляют к нему фразу «Have a happy day» и штампуют миллионы значков, футболок, кружек. Смайлик становится международным символом. Братья зарабатывают состояние. Гарри Болл смотрит на это и молчит. Лишь в 1990-х, когда смайлик окончательно завоевывает мир, Гарри дает интервью. Журналисты спрашивают, не обидно? Гарри пожимает плечами, я получил свои $45. Мог бы получить больше, если бы запатентовал. Но я просто сделал свою работу. Меня наняли, я нарисовал. Он учредил даже неофициальный праздник, 1 октября, День смайлика. Гарри умер в 2001 году, так и не разбогатев на своем изобретении. Но каждый раз, когда вы ставите смайлик в сообщении, вы пользуетесь его 10-минутным эскизом. Самое простое в мире лицо, которое делает миллионы людей чуточку счастливее. И стоит оно ровно $45. 47. Джеймс Дерам – мальчик-раб, который научил медицине отца, основателя Америки. 1788 год, Филадельфия. Бенджамин Раш, отец-основатель США, подписавший Декларацию независимости и величайший врач Америки, встречает чернокожего мужчину из Нового Орлеана. Раш готовится давать советы по лечению болезней. Через час он выходит с круглыми глазами и пишет: «Я приехал учить его, а он научил меня большему, чем я мог бы научить его». Этого человека зовут Джеймс Дерам. 26 лет назад он родился в рабстве. Его путь начался в Филадельфии в 1762 году. Первый хозяин, доктор Джон Кирсли, заметил смышленого мальчика и начал учить его готовить лекарства. Потом Дерама продавали снова и снова, но всегда врачам. Он прошел через руки Джорджа Уэста, хирурга британского полка, и видел сотни ампутаций.
В 1783 году последний владелец, шотландский доктор Роберт Доу в Новом Орлеане, разрешил Дерему выкупить свободу за 500 песо. В 21 год бывший раб открыл собственную практику. Дерем говорил на английском, французском и испанском. В Новом Орлеане это было жизненно необходимо. К 26 годам он зарабатывал $3000 в год, состояние по тем временам. Он лечил всех, богатых и бедных, белых и черных, свободных и рабов. Раш был так впечатлен, что представил доклад Дерема о лечении дифтерии коллегии врачей Филадельфии, возможно, первый медицинский труд чернокожего автора в Америке. 12 лет они переписывались, обмениваясь знаниями о желтой лихорадке и других эпидемиях. В 1801 году испанские власти Нового Орлеана ввели правило: практиковать могут только врачи с дипломом. Дерему разрешили лечить лишь болезни горла, его коронную специальность. Последнее письмо Рашу датировано 1802 годом. Потом Дерем исчез. Никто не знает, где и когда он умер. Просто исчез из истории человек, который прошел путь от раба до учителя отцов-основателей. 48. Виктор Люстик – человек, который продал Эйфелеву башню дважды и исчез с чемоданом денег. В мае 1925 года в Париже 60-летний мужчина с идеальными манерами селится в Крионе, снимает лучший номер и представляется заместителем министра почт и телеграфа. Через несколько дней в этом же номере собираются 5 владельцев металлоломных компаний. «Господа», – начинает он, – «Эйфелева башня пришла в негодность. Город продает ее на слом. Деталей не разглашать, это вызовет общественный резонанс. Зовут этого человека Виктор Люстик. Уроженец Австро-Венгрии, полиглот, аферист экстра-класса. Он уже проворачивал дела в Европе и Америке, но такого не делал никто. Люстик везет делегацию на осмотр башни. Все кивают, считают тонны, обсуждают цену. Через неделю Андре Пассон, самый неуверенный из 5, приносит чемодан с наличными и документы на подпись. Люстик получает деньги, просит небольшую взятку для ускорения процесса и в тот же день садится на поезд до Вены. Пассон возвращается к башне через месяц, она стоит на месте. В полицию он не идет. Слишком стыдно. Люстик думает, а почему бы не попробовать еще раз? Через месяц он возвращается в Париж и снова собирает металлоломщиков. Та же легенда, те же документы. На этот раз покупатель бежит в полицию. Люстик успевает сбежать, но полиция уже на хвосте. В 1935 году его поймают в США за подделку долларов и посадят в Алькатрас. Он умрет от пневмонии в тюремной больнице в 1947. Настоящая фамилия неизвестна, могила безымянна. А история о человеке, который продал Эйфелеву башню дважды, стала легендой. 49. Николай Вавилов – ученый, который создал коллекцию бесценных семян и умер от голода в тюремной камере. Январь 1943 года, Саратовская тюрьма. В камере смертников умирает человек. Он когда-то объехал полмира, собрал 250 тысяч образцов семян, создал крупнейший генный банк растений. Он мог бы стать Нобелевским лауреатом. Вместо этого он умирает от истощения. Ему 55 лет. Это Николай Вавилов. Вавилов мечтал победить голод. 20 лет он ездил по экспедициям: Афганистан, Эфиопия, Южная Америка. Везде искал дикие злаки, чтобы скрещивать их и создавать суперурожайные сорта. В Ленинградском институте ВИР хранились тонны риса, пшеницы, кукурузы, бобов со всего света. В 1940-м его арестовали. Лысенко, лжеученый в фаворе у власти, уничтожал генетику. Вавилова обвинили во вредительстве. 11 месяцев допросов, 236 ночных заседаний. На суде он сказал: обвинение построено на небылицах. Его приговорили к расстрелу, потом заменили на 20 лет. В блокадном Ленинграде тем временем ученики Вавилова умирали от голода на рабочих местах, в комнатах, заставленных съедобными семенами.
хранитель риса Дмитрий Иванов, хранитель арахиса Александр Щукин, хранительница овса Лидия Родина. Они не взяли ни зернышка. Съесть коллекцию было невозможно, писал потом Вадим Лихнович. Дело всей жизни, дело жизни своих товарищей. Вавилов не дожил до снятия блокады полгода. В 1955-м его реабилитировали. Та самая коллекция, за которую умирали в Ленинграде, до сих пор хранится в институте. 2/3 зерен – потомки тех, спасенных ценой жизни. Гений, мечтавший накормить мир, погиб от голода. Его ученики тоже. 50. Фердинанд Шеваль, почтальон, который 33 года строил дворец из камней, собирая их по пути на работу. Апрель 1879 года, французская деревня Отгриф. 43-летний почтальон Фердинанд Шеваль спотыкается о камень причудливой формы. Он поднимает его, рассматривает и вдруг говорит вслух: «Раз природа дает материал, почему бы не стать архитектором?» С этого момента начинается безумие, которое продлится 33 года. Каждый день Шеваль проходит 32 километра пешком, разнося письма. На обратном пути он тащит камни. Сначала в карманах, потом в корзине, потом сооружает специальную тележку. Односельчане крутят пальцем у виска, почтальон сошел с ума, таскает булыжники. А Шеваль по ночам при свете керосиновой лампы кладет стены. Ни образования, ни чертежей, ни опыта. Он просто строит то, что подсказывает воображение. Храмы, пещеры, статуи, башни, лестницы, смесь всех стилей сразу. В 1912 году, когда работа закончена, Шеваль просит разрешения похоронить себя в своем дворце. Французские власти отказывают. Тогда он еще 8 лет строит себе склеп на кладбище. Сегодня идеальный дворец почтальона Шеваля – официальный исторический памятник Франции. Туристы едут со всего мира, чтобы увидеть это чудо наивной архитектуры. Сам Андре Бретон, основатель сюрреализма, был в таком восторге, что посвятил дворцу стихи. Шеваль умер в 1924 году в возрасте 88 лет. Он завещал: «Пусть приходят те, кому интересно помечтать». Ведь иногда, чтобы построить дворец, не нужно ничего, кроме камней и 33 лет упрямства. На этом я бы хотел закончить это видео с 50 самыми невероятными историями людей, которые изменили мир, но их нет в школьных учебниках. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Мэри Боузер, служанка, которая обворовывала президента конфедерации прямо за обеденным столом. 1864 год. Ричмонд. Столовая президента Джефферсона Дэвиса. Чернокожая служанка подает блюдо генералам конфедерации и запоминает каждое слово. Хозяева уверены, она неграмотна. Но Мэри Боузер умеет читать и имеет фотографическую память. Хозяйка Элизабет Ван Лью, тайная аболиционистка, внедрила ее в дом Дэвиса. Мэри читала секретные бумаги, зашивала донесения в подол платья и передавала их через пекаря связного. Информация шла прямо к генералу Гранту. После войны правительство уничтожило ее досье, чтобы защитить от мести южан. Лишь в 1995-м Мэри Боузер попала в зал славы военной разведки США. Рабыня, переигравшая президента. Вот такими у нас получились 50 самых невероятных историй людей, которые изменили мир, но их нет в школьных учебниках. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк.
нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.